Всем привет! С вами вновь инженер-электрик Якимов Игорь. Как и обещал, сегодня будем разбирать укладку теплого пола. Укладывать будем сверхтонкий теплый мат Energy. Он относится к премиум полам, его обычно укладывают под плитку. Изготовлен он в Европе, в Чехии. Задача сегодняшнего видео не только показать, как нужно укладывать теплый пол своими руками, но и почему стоит покупать данный теплый пол, несмотря на его более высокую цену. Смотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Полы эконом-сегмента и пленочные инфракрасные полы будем разбирать в следующих роликах. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И особая благодарность тем, кто лайкнет и сделает репост. Производитель гарантирует работу в течение 20 лет, но при правильной эксплуатации этот пол может работать от 50 до 70 лет. То есть его хватит до следующего капитального ремонта. Данный теплый пол поставляется в такой красивой упаковке. Открываем. Тут инструкция по укладке данного теплого пола. Это все внимательно изучаем. Также тут терморегулятор. Данный терморегулятор я рассматривал в других роликах. Ссылку я оставлю в описании. Вот сам теплый пол. Размер этого теплого пола 2,6 квадратных метра. Он шириной полметра и длиной 5,2 метра. Чтобы им накрыть нужную площадь, его нужно адаптировать. Для этого режется подложка, и он укладывается на необходимую площадь. В моем случае эта площадь будет 1 метр на 2,6 метра. И также в комплект входит гофра для датчика теплого пола. Вот я разложил мат. Я его сложил пополам, чтобы найти середину мата. Середина получается тут. И с помощью вот таких ножниц я подложку буду резать. Вот саму греющую жилу нельзя задевать. Вот как видите, уложил теплый пол. У меня получилось 2 мата 2,6 метра на полметра. Но мы можем таким же образом разрезать на 3 куска, на 4 куска. Если мы разрежем на 3 куска, то у нас получится размер теплого пола 1,70 на 1,50 м. Если таким же образом разрежем на 4 куска, то у нас получится 1,30 м на 2 метра. Но не всегда нам нужен именно прямоугольный пол. Тогда приходится комбинировать. При этом мы можем подложку нарезать вот так. И фактически мы можем уложить этот теплый пол одиночным кабелем. Тогда мы можем подлезть даже в труднодоступные места. При укладке теплого пола и также при его проектировании нужно учитывать расстояние между теплым полом и остальными элементами комнаты. Например, расстояние между теплым полом и стенкой должно быть не менее 5 сантиметров. Расстояние между теплым полом и нагретыми элементами, такие как стояки отопления или горячего водоснабжения, должно быть не менее 10 сантиметров. Между мебелью и теплым полом также должно быть расстояние не меньше 5 сантиметров. Это имеется в виду мебель, под которой нарушена циркуляция воздуха. А вот для столовой группы, например, столы и стулья, то под ней теплый пол даже укладывать желательно, так как этой жилой зоной очень часто пользуются. В реальности, если вы хотите сэкономить деньги как на стоимости теплого пола, так и на электроэнергии, которую он будет потреблять, то я рекомендую теплый пол ложить в том месте, где вы реально ходите. Например, люди редко ходят
на расстоянии ближе, чем 20 сантиметров от стенки. Я обычно от стенки отступаю 20 сантиметров. Я вообще не укладываю теплый пол в тех местах, где обычно хозяева не ходят. А вот возле кухонного гарнитура я оставляю зазор 5 сантиметров, так как обычно хозяйка, когда готовит еду, к нему подходит практически вплотную. То есть к расположению теплого пола стоит подходить разумно и использовать его там, где он действительно нужен. Тогда вы сэкономите как на электроэнергии, так и на стоимости самого теплого пола. А теперь поговорим об самом теплом полу Energy. Чем он примечателен? За счет применения в греющем кабеле фторополимерной изоляции диаметр этого греющего кабеля около 3 мм. Плюс данный кабель имеет оплетку из медных жил и фольги, которая заметно снижает магнитное поле и позволяет этот пол подключить к контуру заземления, что делает эксплуатацию этого пола более безопасной. Также в этом полу применены соединительные муфты минимального диаметра, как при соединении к самому силовому кабелю, так и муфта окончания теплого пола. Это позволяет делать минимальные углубления для них. Это выгодно отличает данный пол от полов эконом-класса, так как он позволяет делать минимальный слой клея при укладке плитки, и при этом полы поднимаются на минимальную высоту, а так как слой клея минимальный, то эти теплые полы быстрее прогреваются. Тут у меня теплый пол лежит для примера, как его укладывать. А вообще, перед тем, как укладывать бетонный пол или стяжку, надо тщательно вымести и прогрунтовать, чтобы на ней не было пыли. Это нужно для лучшей адгезии плиточного клея с бетонным основанием или стяжкой. Теперь будем устанавливать датчик теплого пола. Обращаю внимание, гофра, в которой располагается датчик, должен быть равноудален от нагревательного кабеля. И рекомендую гофру располагать между витков нагревательного кабеля. Для чего это нужно? Если вы даже в процессе установки теплорегулятора чуть-чуть сдвинете датчик, и он окажется не в конце, а где-нибудь тут, то все равно он будет показывать верные показания. Судя по роликам с YouTube, это часто нарушается. И в результате, если, не дай бог, чуть-чуть потянешь датчик теплого пола, и он может оказаться под греющим кабелем. И в результате будет показывать неверные показания. Вот мы нашли положение гофры. Дальше берем маркер, отмечаем в бетонной стяжке, где это находится. Потом отворачиваем этот теплый пол и делаем штрабу под эту гофру. И потом эту гофру крепим к штрабе при помощи гипса. При этом не забываем конец гофры заглушать. В данном случае я это сделал с помощью изоленты. В некоторых теплых полах в комплект идет заглушка, которая сюда устанавливается. Сам датчик теплого пола заводится заранее и проверяем, чтобы он выступал тут. Формируем место для установки терморегулятора. Обычно его ставят на той же высоте, на которой ставятся розетки. Это около 30 сантиметров. Но удобнее его все же ставить на высоте, где ставятся выключатели. Это порядка 90 сантиметров. Тогда терморегулятором удобнее пользоваться. При этом делается углубление для установки подрозетника. Подрозетник выбирайте максимально просторный, так как в него должен поместиться сам корпус терморегулятора, так и 3 подводящих провода. После установки подрозетника делается штраба вниз, к месту, где начинается штраба в полу. При этом делается штраба шириной, чтобы в нее влезли как сама гофра, так и силовой провод для питания теплого пола.
Обычно эту штрабу делают 2 см на 2 см. Особое внимание стоит уделить этому месту, где гофра перегибается. Радиус изгиба не должно быть больше 5 см. Поэтому в стене в полу делается штраба большей глубины, для того, чтобы обеспечить такой радиус загиба. Если этого не сделать, то могут возникнуть проблемы, если нужно будет поменять датчик. То есть датчик из гофры вы выймете, а новый вы вставить не сможете, так как он упрется в это место перегиба. Следующим этапом заводим силовой кабель от греющего шнура. Тут соединительная муфта, под нее надо делать углубление. Вполне возможно и сам шнур, который идет к подъему на стене, тоже под него придется делать дополнительную штрабу, так как он достаточно толстый. И окончание теплого шнура, эта муфта, ее также надо углубить в пол. Теперь эту гофру и силовой кабель можно закрепить в штрабе с помощью гипса. При этом полностью заделывать гипсом штрабу не обязательно. Достаточно местами его приморозить. Главное, ни гофра, ни силовой кабель, ни сам гипс не выступал за пределы стенки, чтобы они не мешали отделочникам. Последним этапом к подрозетнику, где будет стоять терморегулятор, подводим питающее напряжение. Это можно сделать от ближайшей розетки или от распаечной коробки. Если мощность теплого пола больше 2 кВт, то рекомендуется его запитывать напрямую от распределительного щита. Для этого заранее к теплому полу подводится питающий кабель. И ставится этот кабель на отдельный автомат. Если теплый пол питается во влажном помещении, то необходимо подключать этот теплый пол через УЗО или диф-автомат. И вообще не рекомендуется ставить терморегулятор во влажном помещении. Лучше его перенести в ближайшее сухое помещение. Теперь нам надо проверить наш теплый пол. Проверяем сопротивление теплого пола. По паспорту у нас должно быть 129 Ом. Смотрим. У нас 127,9. То есть большого отклонения нет, все в пределах нормы. Берем изоленту и закрываем это место гофры, чтобы туда не попадали шпаклевка и штукатурка. Проверяем подводящий кабель, чтобы сюда точно подавались 220 вольт. И потом это все можно заизолировать. То есть у нас подрозетник будет выглядеть приблизительно так. Единственное, у нас тут не подведен силовой провод для запитки. Но в данной демонстрационной модели это и не нужно. Данный теплый пол имеет вот такое клеящее основание. То есть мы вот отсюда снимаем подложку и можем его прикрепить к стяжке или бетонному основанию, так как этот слой лепится. Но если у вас этот слой плохо лепится, то лучше его прикрепить с помощью Т-крепежа по углам теплого пола или с помощью дюбель-гвоздей. И после укладки теплого пола необходимо зарисовать его схему, как он уложен, потому что со временем вы можете забыть, где он располагается, а вдруг вам в полу будет необходимо просверлить отверстие. И благодаря этой схеме вы поймете, стоит ли сверлить или не стоит. Также необходимо заполнить гарантийные обязательства, чтобы у вас была гарантия на этот пол. И заполнить данные замеров сопротивления теплого пола сразу после укладки и после того, как вы залили его плиточным клеем. Плиточный клей наносится на уровень верха теплого пола или с небольшим запасом. Сразу предупреждаю, что данный теплый пол нельзя включать без терморегулятора, так как он может без терморегулятора перегреться и сгореть.
Главное достоинство этого теплого пола – это стойкость к перегреву. Фторопластовая изоляция греющих жил этого кабеля выдерживает температуру до 200 градусов. В то время как у кабелей эконом-класса обычно эта температура не превышает 120 градусов. И вдруг, если терморегулятор сломался и не выключает теплый пол и постоянно подается напряжение, то теплый пол будет перегреваться. И тогда больше шансов выдержать перегрев именно у теплых полов фторопластовой изоляции, чем у обычного теплого пола, у которого используется изоляция ПВХ. В следующих видео я буду рассматривать, как уложить электрический теплый пол эконом-класса и пленочный теплый пол. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы данные видео не пропустить. Свой опыт в укладке теплых полов и также вопросы по этому ролику задавайте в комментариях. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. До встречи в новых и старых роликах.